Друзья, всем привет! В сегодняшнем ролике хочу вам рассказать, как можно настроить свой телефон, чтобы он работал максимально долго от батареи и, конечно же, чтобы ваш смартфон не тормозил. Для примера я возьму свой телефон OnePlus 8T и начнем с вами ряд настроек. Первым делом заходите в настройки, заходите в раздел Wi-Fi, настройки, и в настройках выключаете пункт сканирования «Доступно всегда», для того, чтобы Wi-Fi модуль не работал активно и не сканировал дополнительные Wi-Fi точки. Это сэкономит нам заряд. Дальше давайте мы зайдем в сведения о телефоне. В каждом Android смартфоне есть такой пункт. Выбираете номер сборки и кликаете по нему в районе 5 раз. Вводите свой пароль для подтверждения. После этого вы активировали план для разработчиков. Переходите в раздел разработчиков. В каждом телефоне он расположен в нижней части меню. И вот так он выглядит. Ползунок у нас активен. Листаете чуть ниже и видите интересующие нас пункты анимации. Сейчас они работают в обычном режиме, в дефолтном на единице скорости. Вы можете, допустим, увеличить скорость. Вот так у вас будет работать очень медленно ваш смартфон. Либо ее, конечно же, полностью отключить без анимации. Выбираете пункт. Анимация окон без анимации. Анимация переходов без анимации. Таким образом, у нас все работает очень быстро. Некоторым не нравится такая быстрота, поэтому можно, в принципе, ускорить некоторые пункты на 0,5 поставить, и вам будет достаточно. Следующим этапом, который я хотел бы поделиться, это, конечно же, настройки звука. Все-таки 1% от батареи можно добиться с помощью отключения всех стандартных звуков, которые есть в системе. Также, если вы хотите, вы можете отключить вибрацию, чтобы при нажатии на экран вибромоторчик не работал и чтобы тоже мог сэкономить вам заряд батареи. Автояркость очень сильно актуальна летом. Зимой можно автояркость отключить и пользоваться в одном, допустим, положении, и это тоже вам сэкономит заряд батареи. Следующий момент. Можно зайти в пункт батареи и сделать, конечно же, оптимизированную зарядку, если есть такая возможность в вашем смартфоне. Телефон оптимизируется под ваш стиль жизни. Ставите вы, допустим, как я, телефон на зарядку на ночь, и ближе к утру он его будет дозаряжать, допустим, с 80 до 100%. До этого он будет держать определенный заряд батареи, там 70 или 80% в зависимости от вашего устройства. Это продлит срок службы батареи. Рекомендую использовать на ночь 1-амперную зарядку, как это делаю я, и на всех моих смартфонах за год очень минимальный износ батареи я получаю в своих смартфонах. Следующий момент – это режим энергосбережения. Тоже, в принципе, я им пользуюсь всегда. Как только я взял телефон с зарядки, у меня он автоматически включается. Телефон у меня с хорошими характеристиками, 12 гигабайт оперативки, 865 Snapdragon, и даже в эко-режиме он работает нормально. В эко-режиме у меня получается ходить с данным смартфоном 1,5 дня и пользоваться полностью своим смартфоном, слушать музыку через Bluetooth наушники и, конечно же, пользоваться в полной мере камерой. Далее, друзья, хочу вам сказать интересный пункт – это настройка каждого приложения индивидуально. Сейчас у нас загружается прогноз погоды, но он не может загрузиться, потому что Wi-Fi я не подключил. Но в каждом приложении, допустим, от Яндекса, бесплатном, конечно же, приложении, есть дополнительный пункт. К примеру, в Яндекс.Погоде внизу о программе можно выключить принудительно рекламу. Также можно выключить принудительно рекламу и в Яндекс.Навигаторе, но она отключается не полностью. И в Яндекс.Почте тоже есть такой пункт «Показывать, не показывать рекламу». Конечно же, мы его принудительно выключаем. Конечно же, можно поставить модифицированные программы, но это на ваш страх и риск. Я за официальные приложения. Следующим главным параметром, который нам нужен для того, чтобы оптимизировать наш заряд батареи, а пока я буду о нем рассказывать, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать все видео. Я также напомню, что на все свои смартфоны я снимаю видео. Я веду свой блог. Сейчас я с 8T перешел на 9RT, жду прошивку на этот смартфон. Если вас интересует, есть у меня такой вот старичок HD2. Пишите в комментариях, хотите ли вы обзор на данный смартфон Nokia N93i. И последний Nokia на Symbian с 41 мегапиксельной камерой. Тоже отличный, интересный смартфон. И я был удивлен, что
стабилизация в данном смартфоне работает просто превосходно. Тем временем, друзья, мы идем далее. И, конечно же, выбираем любое приложение, которое мы только скачали. К примеру, фирменное приложение от OnePlus. Зажимаете его. Независимо, какое приложение у вас есть, настраивайте его под ваш стиль жизни. Если это не важное приложение, рекомендую убрать уведомления. Ну, к примеру, такие приложения, как редакторы фото, приложение AliExpress, вот то, на чем я отключаю данный тумблер именно, а выключаю я принудительно уведомления. Обязательно не выключайте эти уведомления, оставьте их действующими на всяких мессенджерах, если вам это нужно. И, конечно же, в Яндекс.Навигаторе. Яндекс.Навигатор без этих уведомлений работает очень плохо, скажем так. При этом также я отключил уведомления ВКонтакте, чтобы мне никто не отвлекал. Далее, друзья, мы идем в хранилище кэша. Можно чистить кэш собственноручно в каждом приложении, либо поставить определенную программу для очистки кэша. К примеру, CCleaner. Многие, я знаю, не любят эту программу, но опять же есть альтернатив, которых очень много в интернете. Зажимаете кнопку, заходите в приложение, и появляется большое меню настроек. Появляется мобильный интернет и Wi-Fi. Фоновый режим на передачу данных. Вы отключаете его в ненужных приложениях. Иначе ваши вот эти приложения будут активно работать, когда ваш телефон, допустим, находится в спящем режиме. Приложение не запущено, но фоновая загрузка данных, она какая-то идет. То есть, допустим, загрузка рекламы, может быть в приложениях погоды. Поэтому собственноручно вы сможете благодаря этим тумблерам отключить данные настройки, чтобы опять же продлить срок службы своей батареи. Далее, друзья, конечно же, пункт батареи. И здесь под каждое приложение вы можете настроить план батареи. Умное управление — это когда у вас работает приложение, когда приходит какое-то уведомление. Умное управление рекомендую оставлять на, опять же, тех же самых менеджерах, навигаторах. Экономить пункт — те приложения, которыми вы пользуетесь редко и либо только заходите и не получаете от них уведомления. Тогда вы все эти приложения переводите в режим экономить. При этом, опять же, вы увеличиваете тем самым объем оперативной памяти, и благодаря ним ваш смартфон будет работать быстро, никаких фоновых работ у вас не будут. Также, друзья, очень рекомендую зайти в пункт настроек приложения, к примеру, сведения о приложении и показать скрытые процессы. После того, когда вы открыли раздел скрытых процессов, допустим, есть те вещи, которые я отключил. К примеру, Netflix, который у меня стоит в прошивке, я его просто отключил. И так можно отключить многие приложения, которые расположены в прошивке вашего устройства. Если их нельзя удалить, их можно хотя бы отключить. Ну и также, конечно же, здесь можно отключить уведомления и более детально настроить каждое приложение под вас. Это самые краткие такие моменты по оптимизации батареи. Более детально есть, допустим, приложение AdGuard. Оно работает, оно борется с блокировкой рекламы. Вот один блокировщик рекламы главный пришел. Только ты мне еще тут сядь, давай. Молодец. Плюхается он, конечно, громко. Так вот, AdGuard — это приложение, которое блокирует вам полностью весь трафик, который идет на приложение. Также, благодаря нему у вас идет реклама в YouTube в стоковом приложении, но это приложение, к сожалению, работает в фоне, будет требовать ресурсы оперативной памяти, и, конечно же, батарея, возможно, будет больше садиться, если это приложение активно. У меня выходит порядка 5-7%. В последнее время я им перестал пользоваться, но на самом компьютере этим приложением я пользуюсь всегда, и оно экономит, помимо того, что мой трафик, так оно еще защищает меня как антивирус, для того, чтобы всякие сайты не собирали данных о использовании моих устройств. AdGuard — это приложение, которым я пользуюсь. Я не рекламирую AdGuard, просто как-то мне очень повезло, и я купил пожизненную лицензию, и почему бы не рассказать вам, друзья, про хороший продукт. Поэтому, друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, и, друзья, напишите, как вы ускоряете свой смартфон, что вы делаете, какие функции либо фишки есть. Мне будет интересно почитать, как вы делаете и ускорение на Android смартфонах, и на iOS. А тем самым я хочу вам пожелать огромной удачи, здоровья и всего самого лучшего. Друзья, до скорых встреч, подписывайтесь на канал, пока.